Друзья, всем привет! Вы на канале Школа массажа Контур. Меня зовут Николай Андреев, я массажист, живу и работаю в городе Красноярске. В сегодняшнем видеоролике я попробую продемонстрировать вам технику работы антицеллюлитного массажа на примере задней поверхности бедра, потому как эта зона одна из самых сложных и проблемных. А так как сейчас весна, сезон антицеллюлитного массажа, и практика показывает, что эта тема наиболее актуальна и интересная. Также хочу вас поблагодарить за то, что пишете комментарии, смотрите ролики. Я все читаю, абсолютно каждый комментарий. Мне очень приятно, и я рад, что канал растет, развивается, и это очень сильно меня мотивирует снимать новые видео для вас. Давайте позовем модель и перейдем к практике. Открываем ближнюю к себе сторону. Заднюю поверхность бедра, ну и в целом бедро с ягодицы мы делим на три части. Это внутренняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра и внешняя поверхность, которую мы будем выполнять вместе с ягодицей. Подколенные ямки мы ни в коем случае не трогаем, потому как здесь очень близко расположены сосуды, нервное сплетение, зона очень чувствительная, сосуды в этой области очень легко травмировать. Начинаем мы с общего поглаживания, которым мы распределяем масло по рабочей поверхности. Можно использовать одновременные поглаживания, можно выполнять попеременные поглаживания. Поглаживание можно выполнять в любом направлении, и от периферии к центру, то есть к сердцу условно, и от центра к периферии. Этим приемом мы диагностируем рабочую поверхность, создаем первый контакт и наносим рабочий материал, в данном случае масло, на рабочую зону. После приемов поглаживания мы переходим к приему выжимания. Приемы выжимания мы выполняем аналогично, но в направлении паховых лимфоузлов. Приемы выжимания делаются с образованием тканевого валика, то есть надавливание на руки мы усиливаем и выжимаем по внешней поверхности к паховым лимфоузлам и по внутренней поверхности также к паху, используя попеременные приемы. Важный момент: когда мы выжимаем по внутренней поверхности бедра, то стараемся направлять руки ребром ладони к интимному месту, для того, чтобы человеку было комфортнее, да, и мы при срывании руки, вдруг если ваша рука сорвется, мы никуда не попали и не сделали неприятно. Выжимаем. Это лимфодренажное движение, которым мы стимулируем отток жидкости, создаем лимфодренаж. После выжимания используем прием растирания. В данном случае плоскостное растирание. Делается попеременно. Этот прием один из самых энергозатратных, то есть он требует большое количество сил. Поэтому его делаем локально по задней и внутренней поверхности бедра. Также можно делать кругообразные растирания. Или кругообразные растирания гребнем. Средними фалангами пальцев выполняем прием растирания. Поглаживаем. И после того, как мы разогрели и подготовили кожу, начинаем разминать. Используем S-образные разминания. Делаются они аналогично приемам классического массажа, но направлены на кожу и подкожно-жировую, то есть более поверхностно работаем. Следующий прием — продольное разминание с акцентами на подушечке большого пальца. Этим приемом мы хорошо и глубоко прорабатываем заднюю поверхность бедра. Как раз таки та зона, на которой человек сидит, и компрессионное воздействие оказывает влияние на подкожно-жировую, тем самым процесс возникновения целлюлита как раз таки из-за того, что сдавливаются капилляры, сосуды и нарушается микроциркуляция. Отсюда и возникает изменение структуры подкожного жира. И вот этим приемом мы тщательно его прорабатываем.
Между приемами лучше использовать выжимающее движение, то есть лимфодренажное. И следующий прием – гребнеобразное разминание. Средними фалангами пальцев мы перебираем по внутренней поверхности бедра и по задней поверхности бедра. Но когда мы работаем на внутренней поверхности, стараемся делать чуть более аккуратно, потому что зона чувствительная и можно нанести травму кожи, ну и сделать человеку больно. Следующий прием – перекрещивание. Мы сводим и одновременно растягиваем. Выжимаем. И данные приемы можно повторить 3-5 раз. То есть выжимаем, повторяем S-образное разминание. Повторяем продольное разминание с акцентом на подушечки пальцев. Еще раз повторяем гребнеобразное разминание. И перекрещивание. До 3-5 повторений вот этих движений на задней и внутренней поверхности бедра. После того, как выполнили внутреннюю и заднюю поверхность бедра, переходим на внешнюю. Начинаем с этой же стороны, то есть стоим с этой же стороны, выполняем выжимание. Я уже говорил, что растирание прием один из самых энергозатратных, поэтому для удобства делаем его с этой же стороны. Попеременные, пиление. И растираем ягодицу и внешнюю поверхность бедра. Для большей интенсивности на этой зоне можно выполнять гребнеобразные растирания, то есть с фалангами, с средними фалангами пальцев. Ну, у некоторых людей этот прием может быть болезненным. Выжимаем. И для того, чтобы более эффективно проработать внешнюю поверхность, переходим вокруг кушетки, уже стоя с той стороны, работаем с внешней поверхностью и с ягодицей. После того, как мы перешли на внешнюю поверхность бедра, обошли вокруг кушетки, начинаем выполнять те же приемы разминания. Сначала S-образный прием, делаем его продольно, то есть идем снизу вверх и сверху вниз. Вот такими проходами. Поднимаемся до гребня подвздошной кости, до верхней линии. И после этого проходим поперечно. То есть на себя и от себя к кушетке. Одна из самых таких проблемных зон, на которую стоит обратить внимание, это уровень подягодичной складки. Вот эта область галифе, так называемая. Здесь зона достаточно неэластичная и часто возникает уплотнение. И женщинам это место очень часто не нравится. Плюс это внешняя поверхность бедра. Если мы посмотрим на человека, то контур тела как раз таки она меняет вот эту гладкую линию. Прошли S-образным разминанием, добавляем гребнеобразное разминание. После этого перекрещивание.
Выжимаем между приемами. И следующий прием змейка. Выполняется она подушечками 4 и в направлении паховых лимфоузлов. Здесь мы делаем змейку продольную, то есть змейка у нас формируется, кожная складка продольно. При этом приеме мы формируем кожную складку поперечно. Тем самым лучше прорабатываем эластичность кожи, воздействуем на эластичность кожи. Повторяем приемы 3-5 раз. Еще раз S-образное разминание по линиям. Обязательно заходим на ягодицу. S-образное разминание поперечно. Гребнеобразное разминание. Перекрещивание. Выжимаем. И змейка поперечная. В конце змейки выжимания. Дополнительно делаем накатывание. Лучше использовать гребень. Снизу подхватываем складку и сверху кулачком накатываем. Прием достаточно глубокий, поэтому может быть болезненным. И повторяем еще раз. И вот в третьем случае, в пятом случае можно S-образное разминание направлять к резцу, как бы поднимая ягодичную складочку. То есть такой лифтинг-эффект создавать. Для того, чтобы противодействовать гравитационному птозу. Это понятие, когда у нас устремляется вниз некоторые части тела. После того, как выполнили все движения, делаем вибрации. Рубление, поколачивание. И на ягодице можно сделать такие возвышающие приемы. После вибрации обязательно успокаиваем кожу приемами поглаживания. После того, как сделали бедро, прикрываем эту зону и переходим на голень. С голенью мы работаем обычным классическим массажем. Работаем на уровне мышц, потому что икроножные мышцы – это наши венозные сердца, которые качают кровь и лимфу от дальней точки от сердца. И, соответственно, эти мышцы очень нагружены, и желательно их расслабить и проработать, улучшить их насосную функцию, для того, чтобы простимулировать отток от нижних конечностей. На голени мы делаем приемы поглаживания, затем выполняем прием выжимания, выжимаем к подколенным лимфоузлам.
После приемов выжимания мы растираем. И после того, как растерли, поглаживаем и выполняем приемы разминания. S-образные. Работаем уже на уровне мышц, не как на коже. Подкожно-жировой мы работали на бедрах. Здесь мы работаем с мышечным слоем. Ну, на кожу также оказываем воздействие. Выжимаем. Продольное разминание. Гребень. Перекрещивание или растягивание, прием здесь больше будет подходить. И повторяем движение, как обычно, на 3-5 раз. Опять S-образное разминание. Продольное разминание. Гребень. Растягивание. И на третий раз мы точно так же повторяем. В конце можно сделать скручивание. Поднимаем ногу в 90 градусов и выполняем скручивание. Смысл, я думаю, будет понятен. Далее опускаем, поглаживаем и делаем вибрации. В конце, после вибрации, успокаиваем кожу поглаживанием. Закрываем и переходим на вторую сторону. Примерно по времени на каждую ножку у вас должно уходить примерно около 10-15 минут. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Если был он для вас полезным, напишите комментарий, поставьте лайк, пишите свои вопросы. Я все комментарии абсолютно читаю и по возможности на них отвечаю. Всем пока-пока. Надеюсь, было полезно.